Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала. Хочу вам сегодня показать, как вяжется пятка-бумеранг. Предварительно скажу, что было набрано в резиночке 60 петель. Далее я перешла на лицевую гладь. Один ряд провязала лицевой глади и уменьшила. Значит, на каждой спице сначала было по 30 петель. Соответственно, кто вяжет на чулочных, на каждой из 4 спиц было по 15 петель. Значит, здесь у меня на каждой спице было 30 петель. Сейчас с той стороны, где у нас будет взъем, у меня осталось 28 петель. А со стороны пятки у меня осталось петель 22. То есть со стороны пятки я оставляю примерно на 20% меньше. Это делаю я так. А в принципе, сколько вяжется в резиночке, столько продолжают вязать и далее. Более анатомически, я считаю, выглядит. Ну что ж, неважно. Вы можете вязать столько же, сколько у вас набрано в резиночке. Значит, с пяточной стороны у нас 22 петли. Мы должны это количество разделить на 3. У нас получается 7 и 1 петля в остатке. Таким образом, у нас с каждой стороны мы будем укорачивать ряды. Значит, будет с каждой стороны по 7 и в середине 8. Вот эти 8, это число неизменное, с ними мы ничего делать не будем, они будут просто провязываться. А что мы будем делать с каждой стороны вот с этими по 7 петель, которые у нас остались, я покажу. Я присоединила вторую ниточку. Страдает больше всего пятка, да, и мысок начинают протираться. Поэтому здесь у меня в 2 ниточки, одна наполовину шерсть и акрил, и другая ниточка у меня наполовину хлопок и акрил. И перехожу к пяточной части. Соответственно, если вы вяжете на 4 спицах, вам нужно на одну спицу перенести с 2 спиц все петли. То есть мы провязываем весь этот ряд до конца. В конце ряда мы с вами встретимся. Будем вязать укороченными рядами. Я люблю этот метод. Я провязала до конца ряда. Провязываю последнюю петельку, переворачиваю вязание. И сейчас, как при укороченных рядах, мы снимаем первую петлю. Подтягиваем ее, чтобы из петельки этой, вот она петля, подтягиваем, чтобы образовалось 2 дужки этой петли. И в таком же подтянутом виде мы продолжаем вязать наши изнаночные петли. Изнаночную сторону полностью провязываем до конца ряда. В конце ряда мы с вами встретимся. Значит, изнаночную сторону сейчас я провязала изнаночными петлями. Пардон, слетела петелька, вернем ее назад. Осталось, то есть 3 петельки в конце ряда. Тоже провязываем их изнаночными. Поворачиваем вязание. Снимаем петлю, но снимаем ее вот таким образом. Снимаю я таким образом, потому что у меня классические петли. Снимаю вот таким образом и подтягиваю. Только теперь уже сзади наперед. Вперед подтягиваем. Видите, нить впереди. И далее провязываем лицевыми петлями до конца ряда. И таким образом с каждой стороны подтянем по 7 петель. А в середине у нас останется 8. Вот мы довязали теперь лицевую сторону. Если помните, у нас здесь уже есть 1 петелька, да? Вот она. Вот так вот она выглядит. Вот они, эти 2 дужки, это 1 петля. Значит, мы провязываем эту петельку перед ней лицевой, разворачиваем. Эту петельку мы оставляем здесь. И снова снимаем. Точно так же подтягиваем. Остаются 2 дужечки, продолжаем вязать изнаночную сторону, изнаночными петлями до конца ряда. Опять до таких же 2 дужечек с другой стороны. И таким образом будем оставлять везде по 7 петель. Мы провязали изнаночную сторону. Осталась у нас еще 1 не провязанная петелька. Провязываем ее изнаночной петлей. Провязали. Здесь у нас теперь вот 2 дужечки осталось. Ее мы не трогаем. Переворачиваем вязание, переворачиваем работу.
И как помните, на лицевой стороне у меня правая дужка, она впереди. Кто вяжет бабушкиными петлями, у кого правая дужка, хотя это, конечно, вязание по кругу, но в данный момент мы вяжем поворотными, получается, рядами. Кто, значит, вяжет бабушкиными петлями, они снимают вот таким образом. Если ваша петелька стоит вот так, вы снимаете сверху и подтягиваете. Но я вяжу классическим способом, поэтому я переворачиваю петельку, вот таким образом снимаю. И теперь подтягиваю вперед, и у нас уже остается 2 петельки. Далее мы провязываем все лицевыми до конца ряда, снова до дужечек, до тех петелек, которые мы подтягивали. Снова провязали лицевую сторону практически до конца. Осталась 1 петелька, провязываем ее лицевой, переворачиваем вязание, переворачиваем работу. Значит, снимаем петельку и подтягиваем ее, как и прошлые. Теперь у нас уже осталось 3 петельки, которые мы подтянули. Выглядят как 2 дужечки. Провязываем изнаночную сторону изнаночными петлями до конца ряда. Провязали изнаночную сторону. Осталась 1 петелька. Мы ее тоже провязываем изнаночной петлей. Здесь можно бабушкиной провязать, тогда не надо будет переворачивать, в принципе. Значит, снимаем теперь, поскольку мы бабушкиной петлей провязали, снимаем прям сверху. Подтягиваем, как и прошлые. Вот образовались 2 дужки. И далее лицевые провязываем до конца ряда, опять до образованных дужек. Хотела вам показать, вот с каждой стороны у нас уже образовалось по 3 вот таких подтянутых петельки. Теперь мы дошли до конца лицевого ряда, провязываем последнюю лицевой, переворачиваем работу, снимаем петельку, снова подтягиваем. Теперь у нас уже образовалось 4 с одной из сторон. Провязываем до конца ряда изнаночного изнаночными петлями. Подошли к концу изнаночного ряда. У нас здесь уже 3 петельки. Провязываем сейчас последнюю петельку изнаночной. Переворачиваем. Снимаем петельку. Подтягиваем. И вот у нас уже образуется 4 петли. Таким образом у нас по 7 петель с каждой стороны должно образоваться. Далее вяжем лицевыми до конца лицевого ряда. Мы дошли до конца следующего лицевого ряда. Снова провязываем последнюю петельку лицевой. У нас уже есть 4 петли, которые мы подтянули. Теперь мы будем подтягивать эту петельку. Снимаем сверху в изнаночном ряду. Снова подтянули. И таким образом у нас уже образуется 5 петель с одной стороны. Провязываем изнаночную сторону до конца. Довязали до конца изнаночного ряда. Осталась 1 петелька не провязанная. Провязываем ее. Поворачиваем работу. Значит, здесь мы снимаем и образовываем еще 1 петельку подтянутую. И у нас уже 5 петель образовалось. Далее провязываем до конца лицевого ряда лицевые петли. В следующем лицевом ряду у нас остается 1 непровязанная петелька. Провязываем ее лицевой. У нас здесь уже 5 петель образовано. Поворачиваем работу. Снимаем петельку. Подтягиваем. И вот уже будет 6 петель. Далее вяжем изнаночными до конца ряда. Значит, провязали практически до конца мы изнаночную сторону. Последние 2 петельки провязываем изнаночной. Поворачиваем работу. Хотела заострить ваше внимание на том, если мы неправильно снимем классическую петлю, что будет? Если мы снимем просто сверху классическую петлю, у которой правая дужка впереди, и попробуем подтянуть, то у нас с вами получится, что попало. Понимаете, да? Вернем назад. А вот теперь мы ее перевернули. Правая дужка у нас находится сейчас позади спицы. Только таким образом она сможет у нас натянуться до 2 дужек. Далее провязываем все лицевыми до конца ряда. Следующий лицевой ряд мы практически провязали до конца. Посчитаем, сколько у нас петелек уже есть на спице. Остается 1, 2, 3, 4, 5, 6, которые мы уже подтягивали до 2 дужек. Теперь
Провязываем последнюю лицевую, поворачиваем вязание, снимаем петельку, и таким образом у нас теперь снимаем, подтягиваем, и теперь у нас образуется 7 петель, и в середине мы уже больше ничего не будем снимать, провязываем сейчас изнаночными до конца ряда. Так, сейчас мы довязали до конца изнаночного ряда, провязываем последнюю петельку, поворачиваем работу, снимаем, перевернув петлю, значит, подтягиваем, и теперь у нас образовалось 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 петель. Провязываем 8 петель, которые мы не трогали. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь мы должны полностью провязать ряд по кругу, вернувшись сюда. То есть это будет уже полный ряд. Мы его провязываем сейчас вот таким образом. Видите, вот с правой стороны, если вот эта дужка, значит мы вяжем за переднюю стеночку. Полностью провязываем вот таким образом, хватая под обе дужки. Видите, под обе дужки. Вот она, наша подтянутая петелька. Подхватываем под обе дужки, провязываем все подтянутые петельки до конца ряда. Я имею в виду полностью и со второй спицы тоже. Ну и с третьей, четвертой у кого-то, если это чулочные. Вот таким образом, подхватывая под обе дужки, мы провязали все наши вот эти оставшиеся петельки подтянутые. И далее переходим на следующую спицу, да, провязываем уже по кругу полностью. Вернемся на эту спицу снова. Видите, да, вот каким образом уже пяточка у нас образовывается. Вот она, уже пяточка. Значит, вяжем мы сейчас с вами ту сторону, где у нас взъем. Продолжаем вязать по кругу сейчас, вот в данный момент. Половину пяточки мы уже сформировали. Сейчас мы должны полностью по кругу провязать. Перейти снова на эту спицу, где у нас пяточка. Собачка моя лает чего-то. Так, вернулись мы снова к той части, где у нас пятка образована уже. Вот у нас вот эти петельки подтянуты с другой стороны, они у нас еще не провязаны. Поэтому мы сейчас еще один полный круг провязываем. То есть мы должны после того, как, да, осталось у нас с каждой стороны по 7 петель, мы провязываем полных 2 круга. Провязывать мы их будем сейчас. Покажу, каким образом. Все это у нас с лицевой стороны делается, но в данный момент они у нас расположены по-другому немного, видите? Вот таким образом расположены. То есть правая часть у нас позади. Поэтому мы будем провязывать как бабушкину петлю. Сейчас у нас та стеночка, которая нам нужна, правая, находится позади. Мы провязываем вот таким образом их, все эти петельки, которые у нас были подтянуты. Сколько уже провязали? 5, 6. Угу, я потеряла. А это, кстати, может быть чревато, потому что иногда восстановить практически невозможно вот эти снятые петельки. То есть вам лучше внимательно провязывать. Я вот из-за того, что выпустила вторую ниточку. То есть такие вот ошибки, они чреваты. Лучше провязывать сразу правильно. Ничего не терять. Вот снова последняя петелька. Вот 2 дужки, под 2 дужки полностью мы провязываем. Далее мы заканчиваем полностью круг, возвращаемся снова вот сюда. Полностью по кругу вяжем сейчас. То есть 2 полных круга, когда мы уже сформировали с каждой стороны вот эти вот такие вот по 7 наших расчетных петель подтянутых,
мы должны провязать после этого 2 полных круга. То есть они уже, мы их должны, вот эти петельки, все провязать. Первый круг мы провязываем с одной стороны эти петельки, а вторым кругом мы провязываем с другой стороны эти петельки. То есть мы должны прийти к обычным лицевым петлям. Переходим на другую спицу. То есть еще раз говорю, мы провязываем в данный момент полных 2 круга. Подошли вот мы сейчас к нашей пяточной части. Вот наша пяточка. И будем уже формировать вторую часть пятки. Значит, что мы делаем? Мы сейчас вяжем петли. 7 с правой стороны полностью провязываем. 8 в середине тоже провязываем. И подходим к левой части, не довязывая 7 петель. Так, не проскочить бы. 6, 7. Еще 2. Вот у нас осталось 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Что мы с ними сейчас делаем? Мы одну провязываем, поворачиваем вязание, поворачиваем работу и подтягиваем. И теперь у нас мы будем, получается, снимать петли и подтягивать в другую сторону. Вяжем изнаночные петли в изнаночном ряду. Буду провязывать вместе с вами сейчас. 8 петель в середине мы не трогаем, помним. Здесь не перескочить. 6, 7, 1 петля. Провязываем. Остается 7 петель. Эту мы тоже провязываем изнаночной петлю. Бабушкиной провяжу, чтобы не переворачивать. Снимаем, подтягиваем. Снова образовались 2 дужки. И тоже теперь будем образовывать также снятие и подтягивание, только в другую сторону. Лицевыми петлями заканчиваем. Вернее, доходим до прошлой снятой петли. Будем также и подтягивать. Сначала мы провяжем ее. Вот мы подошли к первой снятой петле с левой стороны, да? Да. Значит, рассмотрим ее. Правая дужка у нас вот здесь ближе. Под 2 дужки мы должны зайти в нее, провязать лицевой, с лицевой стороны, естественно. Так, дальше провязываем еще одну лицевую, разворачиваем работу. Так, снимаем и подтягиваем в эту сторону, то есть спереди назад. 2 дужки образовалось. И таким образом у нас здесь уже 6 петель. Дальше вяжем изнаночными. Так, что здесь у нас? Ага, вот она. Вот она, снятая петля. Значит, ну она у нас будет, естественно, в изнаночном ряду. Она у нас должна быть изнаночной. Сейчас мы будем провязывать ее изнаночной. И будем делать это за заднюю стеночку, поскольку, видите, она у нас правая дужка считается, да? Сзади стоит. Подхватываем вот таким образом. Снизу. Чтобы удобно вам было видно. Вот так. Вот таким образом мы зашли под обе дужки и провязываем их. Может быть, это будет немножко неудобно, ну, а что делать? Провязываю бабушкиной, потому что так будет легче. Ее еще вытянуть надо аккуратненько, чтобы ничего не зацепить. Знаете, что там по 2 дужки, поэтому, чтобы под них полностью пройти. Аккуратно, правильно сняли. Видите, да? Вот так вот оно должно выглядеть. Дальше провязываем еще одну изнаночную. Разворачиваемся. Можно было бабушкиной провязать. Ну, переверну сейчас. Перевернула. Сняла. Подтягиваю точно так же. Теперь у нас уже остается 5 петель. Правильно, с этой стороны 6 петель.
С этой стороны тоже 6 петель. Все, дальше мы вяжем лицевыми. Снова мы подошли к снятой петли. Так, провязываем теперь за переднюю стенку под обе дужки, потому что это у нас лицевая сторона, лицевой петлей. Снова провязываем следующую, разворачиваем работу. Остается у нас уже сейчас, мы ее снимаем, эту петлю, и получится у нас здесь 5 остается, да? Дальше идем изнаночными петлями. Вот она, снятая петелька в изнаночном ряду. Видите, что нам нужно провязать? Видите? Вот она. Нам нужно провязать за заднюю стенку. Мы провязываем ее за заднюю стенку, подхватив, видите, под обе дужки, немножко помогая себе другой рукой, чтобы было удобно подхватить. Подхватываем, вытягиваем. Вяжу бабушкиной петлей, потому что здесь выкручивать классику будет сложновато. И не вижу смысла никакого. Так, далее провязываем следующую изнаночной. Разворачиваем работу. Снимаем петельку, перевернув у меня, потому что классикой провязала. Так, снова подтягиваем. Остается с этой стороны 5 петель. Все провязываем лицевой петлей, по лицевой стороне, естественно. Дошли мы до снятой петли, мы ее подхватываем за переднюю стеночку, провязываем лицевой, следующую лицевой, переворачиваем работу, снимаем эту петельку, подтягиваем, остается уже 4 петельки, и снова изнаночными. Снова подошли мы к снятой петельке за заднюю стенку изнаночной. Соответственно, вот опять мы ее должны вот так вот, заведите за обе дужки, подхватили. Вот здесь вот я придерживаю пальцем, потому что это немножечко, чуть-чуть некомфортно, а так удобней. Дальше снова изнаночную мы провязали, повернули работу, снимаем эту петельку, подтягиваем. Так, неправильно сняли петельку, понятно? Перевернув петельку, снимаем, подтягиваем. И теперь провязываем по лицевой стороне лицевыми петлями. Снова мы подошли к снятой петле, провязываем лицевой на лицевой стороне, следующую лицевую, поворачиваем работу, снимаем петельку, подтягиваем. Теперь уже 3 петли у нас остается, вяжем изнаночными с изнаночной стороны. Подошли снова к снятой петельке. Теперь ее изнаночной надо будет провязать. Переносим нить, подхватываем за обе дужки. Тут главное обязательно попасть под обе дужки. Почему? Потому что потом восстановить такую петлю, ну, практически невозможно. Старайтесь делать сразу. Ну, не знаю, может быть, кто-то может. Мне проще уже распустить. Еще одну изнаночную провязали, повернули работу. Перевернув петлю, сняли, подтянули. Вяжем лицевыми. Так, сначала... Нет, не за ту стеночку схватила, я же ее вязала бабушкиной. Пяточка уже, видите, как собирается немножко. Мы подошли снова к снятой петле, снова за переднюю стеночку. Мы ее провязываем лицевой с лицевой стороны. Дальше снова следующую лицевой. Видите, у нас уже остается одна практически петелька, но сейчас будет снятая 2. У нас остается 2 петельки с этой стороны. Вяжем изнаночной, с изнаночной стороны.
Так, изнаночная. Теперь у нас снова за заднюю стеночку нужно провязать изнаночную, потому что мы с изнаночной стороны ее провязываем. Подхватываем снова за 2 дужки. Придерживайте вот здесь вот пальцем, так удобней. И полностью их провязывайте, то есть через них, через обе должны пройти. Сняли. Провязали изнаночный, провяжу бабушкиной, чтобы не разворачивать. Я надеюсь, вам вот эта вот история с бабушкиной классической, я попыталась объяснять, надеюсь, все понятно. Сняли, подтянули, осталось 2 петельки с этой стороны теперь. Так, провязали. Подходим уже к концу этого ряда, пока не дойдем до снятой петли снова. Осталось уже совсем немного. Так, вот у нас 2 петельки, да. Теперь провязываем эту петельку за переднюю стенку, видите? Вот разглядите, видите, вот куда ведет вот это. То есть она спереди находится. Значит, мы вяжем за переднюю стенку. Это дужка. Провязали за переднюю стенку лицевой, с лицевой стороны, естественно. Следующую провязали лицевой. Поворачиваем работу. Теперь снимаем уже последнюю петельку. Так, неправильно сняли. Снимаем последнюю петельку. Подтягиваем назад. 2 дужки образовали. Теперь провязываем все изнаночными петлями до конца ряда, до следующих снятых петель с другой стороны. Дошли мы снова до снятой петли. Также мы провязываем за заднюю стенку. Не забываем под обе дужки аккуратненько. Пальчиком придерживаем вот здесь. Провязали. Все. Снова у нас бабушкиной провязываю, чтобы не переворачивать петлю. Так, дальше. Снимаем ее. Снимаем правильно, да? Да, мы же бабушкиной провязали, все правильно. Подтянули. Вяжем дальше лицевыми. Где я бабушкиной за другую стенку вяжу, соответственно. Не путайтесь. Если где-то провязала бабушкина, значит буду вязать за заднюю стенку с другой стороны. Сейчас мы подойдем к снятой петельке последней. Вот, провязываем ее за передние стенки, за 2 дужки. Подхватываем, видите, за обе, видите, да, дужки? Вот ее внимательно. Помните, вот это нужно подхватить обе. Провязали за переднюю стенку. Так, куда-то воткнулась. Пока не уверены вы, что правильно все провязываете сейчас, не снимайте ее со спицы. Все, видите, все нормально, провязали за обе дужки, схватили. Вот теперь только сняли. В общем-то, теперь уже практически все готово. Мы уже не должны ничего, в общем-то, провязывать для того, чтобы перейти на обычные петли. Мы их переходим на них сразу. Да, у нас, по-моему, вот здесь еще осталась одна. Вот как раз-таки ее сейчас мы по кругу вяжем и перейдем как раз одну единственную, вот эту вот на лицевую. Сейчас мы полностью провяжем весь круг. Дальше мы вяжем все по кругу. Когда будем вязать сейчас по кругу, первый ряд полностью по кругу, вот сейчас, когда уже закончили с пяточкой, тогда мы увидим, что мы закрыли последнюю петлю с той стороны. Сейчас мы полностью провязываем весь круг, перешли на другую сторону, не на пяточную, а на ту сторону, где у нас будет взъем. Провязываем полностью лицевыми. Все, мы уже начали вязать по кругу. На этом поворотные ряды у нас закончились. Мы видим сейчас, что у нас вот она, одна, помните, в прошлом ряду оставшаяся. Вот мы ее сейчас провяжем, и дальше вы вяжете абсолютно так же, как обычный носок по кругу.
Все, мы ее сейчас провязали лицевой за заднюю стенку. Вы видите, да, как у нас повернута петелька? Вот за заднюю стенку лицевой, поскольку мы уже провязываем по кругу по лицевой стороне. Все, и далее вы вяжете свой носочек, закрываете мыс носочка и так далее. Вот такая пяточка у нас получилась. Мне очень нравится результат. Я вообще очень была довольна, когда первый раз связала. Мне очень нравится такая пятка. Пишите комментарии. Я сниму мастер-класс полностью по вязанию носка, если хотите. Потому что, например, я сейчас буду вот там, где взъем, я уже начну уменьшать. То есть я буду уменьшать, у меня же здесь 28 петель, а здесь в пяточной части 22. Я сейчас начну уменьшать в области взъема. Если интересно, пишите, я сниму мастер-класс полностью по носку, потому что я буду еще одну пару вязать. Надеюсь, вам было это видео полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго, Марина!